Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leste Games. И вот, я потратил 8000 бон и купил за боны в боновом магазине очередной прем-танк, и это КВ-4 Криславского. Мне многие отговаривали, говорят, кактус танк, ну, для обзора, для коллекции я его все-таки забрал. И, кстати, прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если до сих пор это не сделал. Ну, а мы с вами начинаем. Вот такая вот несуразная какая-то машина. Даже не с центральным расположением башни, а башня ближе к заду, но не сзади уж точно она расположена, а такая смещена к задней части. Вот, и давайте сначала таки мы, наверное, все-таки пойдем изучать бронирование КВ-4 Криславского. Погнали. Итак, коллижн модель нашего КВ-4 Криславского, правильно его ставим, вот как-то вот так, все правильно. У нас закругленная передняя часть корпуса, плана из НЛД, переходящая в ЛД. Ну и давайте смотреть. В нижней, самой нижней части рикошет, приведенки 475, здесь 280, 188 здесь, центральная часть 180, 181, 192, 240 уже кверху. Соответственно, как для восьмерок, мы уж будем говорить про врагов восьмерок в первую очередь, нас сюда даже Крайслеры пробивают всякие, нас сюда пробивают всякие ИСы-5, 6 спокойно обычным типом снаряда. Поэтому только в центральную часть, ниже уже не рекомендую. И выше уже не рекомендую. В ЛД верхняя часть 256 и система пишет рикошет. Подбашенная рубка 158. К краям вот тут закругление доходит там до 300. Ну 159. Ребят, ну что это такое? Маска орудия 230 по центру. Давайте вот правильно поставим. 230 по центру, выше 270. 200, снизу вообще там до 460 доходит. Потому что закругленная, да. Подмаска орудия 205, по краям 232, 242, щеки рикошетные под 600, не пробьете, лючок 193. 193. В принципе, пробивает также любая пушка там тяжелого среднего танка обычным типом снаряда, да. Есть исключение там, опять же, Крайслер, JFK и подобные, да, но он еще может не пробить. Все остальные, в принципе, люк нам спокойно пробивают. Боковое бронирование у нас интересное. Для 8-го левела 125 миллиметров. У нас прямой борт, никаких фальш бортов нету, экранов, но, блин, 125. Естественно, он будет просто шикарно танковать от борта с такой броней. Даже вот перекручивая его так, вы все равно его не пробьете. От борта просто идеально. Не подставляет здесь сверху никаких щек, ничего. И на самом деле неплохо. А учитывая, что у нас достаточно сносная маска, сносная, я не говорю имбовая, сносные щеки. И только вот под маску можно закидывать. Ну и понятно, огромный все-таки люк есть. Танковать от борта можно, но вам, конечно, будут стараться постоянно закидывать в этот люк. И так и делают на самом деле. Вот такое вот бронирование. Так, с броней разобрались. Давайте смотреть орудие. 9-го левела пушка у нас установлена на танке 8-го левела. Альфа 320. Пробитие на основном типе снаряд 227, что очень хорошо, как для 8-го левела. 289 на голде. Вообще отлично. Пушка заряжается на стоке 11,3 секунды. ДПМ 1700. Точность, ну не сказать, что прям совсем говно, но 0,38 опять же на стойке. Время сведения вот долговатое, 2,9 секунды, это опять же на стоке. Касаемо полевой модернизации. Ага. Вездеходную ходовую во втором блоке. Притирку шестерни наведения, поскольку долго пушка сводится, в 4-м блоке. Звукоизоляцию в 5-м блоке. Вот. И берем мы. Кто любит на тяжелых танках кататься с турбиной, и вдруг вы захотите и на этом кататься, на турбине, ставьте мобильность. Если без турбины, то однозначно огневая мощь. У меня, например, по оборудованию во втором слоте стоит досылатель. В первом слоте по оборудованию закалка, и поставил я стаб. Но, честно говоря, я уже несколько там боев сыграл на этой машине. И есть вероятность того, что в принципе стаб может быть здесь даже так сильный и не нужен.
Вот. Мыслю я вот так. Ладно, по снарядам. Основной ББХ летит 1043, это хорошо. Голда подкалиберный летит 1300, это отлично. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель я пихнул доп. Паёк. У нас огромный экипаж, 6 членов экипажа, перки наблюдайте перед собой сейчас в табличке. По плюсам и минусам машины начнем с огневой мощи. Что касаемо пушки, минимально, самый минимум комфорта игры от УВН у нас минус 7. Ну, можно сказать, что плохой УВН в любом случае. Но у нас хорошее пробитие. Не сказать, что самая сочная альфа, да. Но у нас хорошее пробитие, быстрые снаряды. И это уже радует. Поэтому по пушке больше плюсов, нежели минусов. Да, это советский тяжелый танк, и он создан для игры в городе. Это городская машина. Играть в первую очередь от борта. УВНы, поэтому, ну, по сути, да, они вообще на советских танках практически везде-то и отсутствуют. Вот. 0.34 точность у нас вот при таком комплектике, таком экипаже, да. Время сведения 2,6 секунды. По живучести у нас все в принципе-то хорошо. 1870, и как для танка тяжелого даже 8-го левела, это нормально. По броне в принципе сносно, от борта, в лоб. Есть, конечно, прикол вот с такими люками, ну что поделаешь. Но по ХП в принципе неплохо. По мобильности 40 вперед, 16 назад, почти 15 лошадей на тонну. Нормально он едет, он, кстати, даже быстрее большинства тяжелых танков на 8-м левеле. Хорошо набирает максималку, несмотря на свои габариты и как бы такую видимую неуклюжесть. Но едет танк неплохо. Вот. Дальше. По обзору 405 метров, стандартный параметр, здесь ни плюс, ни минус. Ребята, еще раз, это городская машина в первую очередь. На картах, на рельефных на нем будет, конечно же, тяжеловато играть, учитывая, что башни расположены еще и даже не по центру, не спереди, а сзади. И чтобы выезжать на противника, вам придется выкатываться всеми своими самыми слабо защищенными местами, чтобы дать тычку. Поэтому очень аккуратно ищем место на рельефных картах, где можно правильно реализовывать эту машину. На городских, ребята, ну, от борта, ну, от башни такое, конечно, но от борта пытайтесь искать места. Предлагаю отправляться в бой, давайте посмотрим, как играется данный агрегат. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас КВ-4 Криславского. Вот, попали к 8-кам. Прям танчик советский, за боны, да, за 8000 бон, тяжелый танк. Поедет. Вот сейчас, кстати, карта для него неплохая. Здесь можно поиграть от борта. А от борта он очень себя хорошо показывает. Поэтому надо стараться сделать хороший результат. У них 3 карачуна. Это замечательно. Это замечательно. Карачунов мы любим. Голдой. Куча тяжелых танков. Я думаю, будет мега перестрелка. Вот, встал. Зацелил. Красавчик. Все, не заехал у них ЛТшка. А так хотелось ему, видать. Плохо лис у них забирается. Вот лис заехал, и куда наши поперли, мне интересно. Вот дает Кернеру. Крутой. Вот бестолочи. Уже понятно, если наверху танк нельзя вперед идти. Нет, едут все равно. Для чего?
Его выпушивать надо. Вот. Закрыл прострел. Но мы все равно тыку дали. Он сдохнет там сейчас наш Эрмит. Тигруль-то будет проезжать, нет? Что-то Тигруль не хочет вперед ехать. Нет, хочет. Вот это плохой был выстрел. Очень. Блин, скос ему дал. Надо, чтобы они выходили к нам выпускать. Куда поехал Калиба? Еще один тупизин наш. Ну, Лис проехал, в принципе, вперед. Поехали тогда. Там крутые стоят. Дали про. Мне, конечно, здесь не очень удобно с толпой наших играть. Еще дали. Блин, плохо выстрелил. Да ё-моё, Калибаныч! С додиками с этими. Держим удар, 1600 натанковали. Еще дали. Блин. Нам-то, конечно, от борта надо играть. А тут получается какая-то дрянь. Дайте-ка мы перекатимся вот так. Дали. 2500 уже дали, пока живем. Не пробили. Есть пробитие 3К. Ребзики. Еще дали. И ты. Тихо. 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 Ах ты, лис сбоку. Ну да. Там уже никто спинец нас не крыл. Ну, ребят, 3500 насрали. Но союзники сзади все почему-то попередохли. И нас лис банально запушил в спину. Сумма 4К, кстати. Ну,
так скажу. Играть на нем, конечно, можно. Безусловно. Но это больше танк для городских карт. Безусловно. Там, где нужны УВН, это, конечно, не про нас. Ну, Лис сейчас уедет. Он же не дурак, я думаю. Нет, не уехал, он дурак. А что-то боится тут никого, кроме Лиса. Нет, он боится. Это еще тащится на самом деле. Я думаю, мы будем первые по урону. Мы тут, конечно, запотели. Зажили. О, нифига себе, какие люди, здрасте. Не, а он тебя пробьет. Да, пробьет. Вот уже сейчас скорее не тащится. Хотя если грамотно будут работать в переемке, можно еще размотать противников, потому что ХП у них не намного больше. Давай. Это арта доделала. Пока еще тащится. Так что, ребята, в принципе, мне говорили, не бери КВ-4 Криславского. Кактус. Я его взял. И хочу сказать, ну, обычный советский танк. Можно играть, можно. Если осторожно, да. Если осторожно, то можно. ВЗшка у них где-то наверху, наверное, стоит. Незаметная такая вся. Ну чё? Тишина. Тишина. Я вот только не понял, столько со мной союзников поехал на правый фланг. Как они умудрились так быстро насосать такой большой толпой, это великая тайна. Давай, Ревизе, ты же снайпер танк. Вот. Все, хорошо, по ХП уже ведем. Так. Огонь. Вот, все, по стволам уже ведем. Оп, от арты. Так, быстрее Кручуна бить. Вот, пробил. Ну ты так смело стоишь. На Кручуне же ДПМ. А еще где-то ПТшка сзади него. Да у тебя ХП немыслимо, убей танк. Твою дивизию. У тебя шпак в спине. Вперед, езжай! О, господи. Ты представляете, как они играют, эти ничтожества? Его в спину долбит, он стоит тут все что-то выцеливает. Ага. Оп. Слушайте, они сейчас так еще и сольют, реально. ПТшку встречает башни. Ящер. Господи. ПТшку убей. Уже поздно, она с этой стороны заходит. А мог ведь в халяву ее реально убить. Не попал в броню. Это прикол. А учитывая, сколько заряжается этот кусок дерьма на 122 ТМ. Все. Теперь у него проблемы. Ой, вообще не пробил, а? Да ты не успеешь тебе зарядиться.
Да сейчас тебе еще артой газанул, да. Вот, все. Вот так вот играют ребзики. Была возможность ПТ убить, он это не сделал. Он это не сделал. Ну а теперь все. Вот такой вот интересный проигрышный бой. Ладно, в целом по КВ-4 Криславского, как бы его все кактусом не звали, в принципе для городских карт сойдет, на рельефных картах на нем, конечно, будет сложно. Броня у него в целом есть, мы сейчас поглядим, что мы там в целом натанковали, около 2000, по-моему. Но 3500 дали. Для танка тяжелого, там, 8-го левела, прем танка, 3500 это нормально. Это нормально, 3500. Подробный, натанковали, да, 1950, и еще у нас ассист почти 500, итого 4К суммы. Вот, ребзики, по пятибалльной системе четверку ему с натяжкой поставлю. У кого есть в ангаре, ребят, напишите свои комментарии, как вам машина в целом, для пацанов, которые только подумывают приобрести эту машину. Вот, какое вы используете оборудование. Конечно же, все пожимайте лайкосы, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор это не сделали. Но я вот, честно говоря, не пожалел, что потратил эти самые 8000 бон. Вот так вот. Всем пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.